Всем привет, народ! У меня стали часто спрашивать, а какие есть топовые игры для слабых ПК? Во что можно с кайфом поиграть, чтобы не лагало? А все это из-за того, что цены на железо, мягко говоря, большие. И именно из-за этого я снимаю данный видос. Сразу же хочу сказать, что топ сделан для удобства. Потому что каждая из игр имеет свои особенности и плюсы. Итак, погнали! И первая игра этого года, и название ей Вальхейм. Это выживалка, которая не требует много железа и является весьма атмосферной. Полный обзор по данной игре вы можете посмотреть у меня на канале. От себя добавлю, что геймплей данной игры насчитывает 100 плюс часов. И она очень подходит для игры с друзьями, поэтому однозначно ее могу рекомендовать. Следующая игра — это Mafia 2. Это игра для одиночного прохождения, которая имеет весьма неплохой сюжет. Сразу же хочу сказать, что данная игра не является продолжением первой части, а значит не возникнет такого момента, что в ходе всей игры персонажи будут вести себя как братья, а вы в это время будете думать: чего, блять? Это вообще кто? Однако стоит отметить, что игра имеет пересечение с первой частью, но оно никак не влияет на восприятие игры. События игры происходят в 40-е и 50-е годы в Америке. Что касательно самой игры, мы играем за Вита Скалета, который просто не хочет погибать в бедности, разгружая портовые суда. Таким образом, Вита находит своего старого друга Джо Барбара и уже с ним пытается навести суету. Следующая игра — это Borderlands 2. Это просто отличный шутер, где вы можете играть со своими друзьями, качать собственного героя, плюс обновлять тонны кайфового оружия. В свое время мы очень долго катали в нее с друзьями, потому что там куча разных локаций, тонны врагов, куча разных боссов. В общем, как шутер она точно кайфовая. Следующая игра, а вернее даже серия игр, это Call of Duty. Некоторые из вас знают, как я ненавижу эту игру. Все из-за того, что все новые части Call of Duty — это полный кал. И людей с таким же мнением весьма много. Но не об этом. Так вот, я хочу посоветовать вам те части, которые многие вспоминают с теплом и ностальгией. И это Call of Duty MV2, первый Black Ops, World at War. Это обычный шутер, но его многие любили именно за уникальность квестов, а также за классные спецэффекты. Следующая серия игр — это Battlefield Bad Company, Battlefield 3, Battlefield 4. Да, я понимаю, что у некоторых эти игры могут не запуститься, но если у кого-то ПК их потянет, то безумно рекомендую. Кстати, в третьей и четвертых частях до сих пор жив онлайн, и там достаточно много людей играет. Так что если вы хотите отличный шутер с разрушаемостью и масштабностью, то бегом туда. Также данные игры имеют неплохой сюжет. Следующая игра — это Metro 2033 Redux. Это однопользовательская игра с хорошим сюжетом. Москва сгорела в пламени атомного взрыва, и лишь единицы смогли укрыться в метро. Так и получилось, что метро стало их единственным домом. Из ключевых особенностей стоит отметить отличную атмосферу, которая приобрела огромную массу своих фанатов. Мы играем за Артема, который хочет спасти свою станцию от неких черных. Получится ли это у него? Сможет ли? Это вы уже узнаете из собственных прохождений. Если вы все-таки решите пройти данную игру, запомните: не ешьте желтый снег. Следующая игра — это Stay of Decay. Действие игры происходит в зомби-апокалипсисе. Вы находите отряд выживших и пытаетесь выжить вместе с ними. Для этого вы улучшаете свою базу путем поиска разнообразных ресурсов. Также вы играете за всех членов группы, и если кто-то один умирает, то он больше не воскреснет. Тем самым игра принуждает вас выживать осторожнее. Так что будьте осторожнее. Следующая игра — Ведьмак. Это игра с очень атмосферным сюжетом, и я уверен, на 99% из тех, кто смотрит данное видео, хоть раз слышали про такую игру. И поверьте, это и вправду сильная игра. Прохождению рекомендую все 3 части. Сюжет тут нелинейный, а значит, что игрок влияет на распорядок вещей. Также есть неплохая боевка, которая увлечет вас на долгие часы. Тут вам и походы в пещеры, и битвы с боссами, и кинематографичные сцены. Я понимаю, что третий Ведьмак может у вас не запуститься, но тем не менее первые 2 части очень годные. Следующая игра — The Elder Scrolls 5, или в простонародье Skyrim. Данная игра в свое время украла у меня точно более 300 часов. В данном мире есть все, о чем только можно мечтать. И езда на лошадях, и революция, и сотрудничество с разными гильдиями. Также вы можете стать вампиром или вервульфом. Да короче, по данной игре можно отдельный видос снимать, потому что за 3 полных прохождения игры я встречал квесты, которые не проходил раньше. Если вы ищете хорошую RPG, то Skyrim однозначно такая. А если вдруг захочется больше контента, то игра имеет огромное обилие модов. Следующая игра — это Saints Row. Честно, я не помню у нее сюжет, но он там и не нужен. Мне нравилось в данной игре просто летать, творить всякую дичь, и собственно на этом все. Игра идеально подойдет для тех, кто ищет что-то похожее на GTA
или просто хочет пострадать херней. Ну а с вас, народ, жду комментарии, какие бы вы хотели видеть еще топы. Также хочу напомнить, что у меня есть мой Discord сервер, где мы все общаемся, делимся классными играми и, конечно же, ждем тебя. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравился данный топ. И не забудьте подписаться на канал, чтобы быть всегда в курсе новых топовых игр. Всем пока!